Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Ну и сегодня я хочу сделать для вас общий расклад Таро, потоковое чтение на события в личной жизни, на перемены по судьбе. Такое вот как бы на все, о всем и ни о чем, да, то есть вот что пойдет в потоке. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Будем работать сегодня с разными оракулами. Начнем по традиции, давайте даже не по традиции, а сегодня начнем с того, что посмотрим, какие энергии у вас окружают, да, то есть в чем вы находитесь, в каких энергетических потоках, да. Можете сосредоточиться сейчас на себе, на своей ситуации в личной жизни. Давайте вот 5 основных аспектов, да. 5 основных аспектов. Огонь, вода, воздух, земля и дух, да. Огонь влияет на ваши планы. На ваши планы влияет как минимум либо человек, который вам льстит, либо вы обольщаетесь, да, то есть как минимум, энергия лести в вашей жизни присутствует. Да? Вода. Вы размышляете много о чувствах, о мыслях, о чувствах. Вот о чувствах вы размышляете. Вот именно размышляете о своих чувствах. Вы думаете о чувствах. Возможно, пока что идет такое, что у вас есть неоднозначные чувства к человеку, который может с вами общаться, или вы ему льстите, или он вам льстит, или вы чувствуете какую-то лесть. Или, может быть, это не лесть, но вы думаете, что это лесть, поскольку, может быть, он вам делает комплименты, да, человек какой-то, а вы уже так отвыкли от комплиментов, что не можете понять размышления о чувствах. Это лесть или это комплимент? О, интересно как, да? Воздух. Смотрите, вы стремитесь вверх. Движение у вас вверх. Да, exaltation – это поднятие, exaltation – возвышение. Где-то это отрыв, да, может быть, от реальности. Смотрите, свеча прям коптит. Что-то выходит плохое, выжигается плохое сейчас. Да ладно, пусть выгорает, и вы становитесь легче при этом, да, вот оно выгорает, эта энергия негативная, вы становитесь легче, и вам легче будет достигать чего-то. Но тем не менее, куда вы движетесь? Вы движетесь вверх. Возможно, вы окрылены какими-то комплиментами, воспринимая их как лесть. Как минимум, есть над чем подумать, как ваши чувства воспринимают какую-то позитивную энергию, направленную в вашу сторону. Энергия Земли у вас. Вам нужно в материальном мире найти выход из какой-то сложной ситуации или быть изворотливым, изощренным. То есть вам нужно решать какие-то нестандартные вопросы или задачи, которые для вас они сложны или не свойственны. То есть вы в материальном мире, вы в какой-то ситуации нестандартной, давайте вот так скажем. А вот дух, да, это то, что, с одной стороны, оживляет вас, да, делает живым вашу игру, а с другой стороны, может быть, ведет вас. И здесь есть соблазн. Ведомы вы соблазном, да, на что-то вы соблазняетесь, вы во что-то вовлеклись в такое, да. Может, кто-то с вами заигрывает, и может, что-то предлагает такое, да, интересное, и вас это возвышает. Вы окрыляетесь, но, тем не менее, для вас это необычно. То есть в какой ситуации вы находитесь на здесь и сейчас? Вы либо ведете общение с кем-то, либо вам делает кто-то комплименты, похожие на лесть, вы не понимаете, что это, при этом вам
как бы это вам льстит, вы возвышаетесь, да, вас поднимает, но вы чувствуете, что что-то необычно, но тем не менее вы не хотите это прекращать. Видите, как интересно. Давайте посмотрим, кто вам льстит, да, кто вам льстит. Или как вам льстят. Ну, давайте сперва посмотрим, кто вам льстит. Ой, вам льстит или искусный льстец, или ваша родственная душа. Ну, давайте дальше еще посмотрим. Ну, это какой-то светлый человек. Скорее всего, льстит либо мужчина, либо женщина, у которой много детей. Вообще, карта чисто мужская, но, может быть, льстит не только ваша родственная душа, но и пламенный близнец. Вам льстит. Давайте посмотрим, для чего он вам льстит, с какой целью. Хочет что-то разрушить. Давайте спросим, что он хочет разрушить. Смотрите, старшие арканы идут. Обратите внимание на аспекты лести. Или, может быть, это не лесть. Давайте смотреть, что он хочет разрушить. Он разрушить хочет, вот этой лестью он хочет вам сделать хорошо на самом деле. Он хочет разрушить ваши ограничения. Вот он говорит, что вы, например, хороший человек, к примеру, он не врет. И он хочет разрушить вашу темницу или вашу болезнь, или разрушить вашу безвыходную ситуацию, чтобы ви оказались на свободі. Тобто, по суті, до чого він прагне, да, к чему он стремится? Он хочет разрушить ваши кайданы, да, то есть ваши, цепи. Да. Давайте дальше смотреть. Понятно, что он хочет разрушить ваши цепи, да, ваши кайданы. Какая выгода ему от этого? Ему какая выгода? Но он вас подталкивает к движению, к выбору и сдвигу с мертвой точки какой-то, да, вот вы оказались в очень неприятной ситуации, да, а он вам льстит и подталкивает вас идти вперед или делать выбор, да, и чтобы вы наконец-то начали двигаться, уже не важно куда, главное, чтобы вы начали двигаться, окей? Хорошо, а что вы от этого получаете? Что вы лично получаете от этого? А вы получаете то самое движение, то есть это, например, вам кто-то там советует куда-то пойти, куда-то обратиться, то есть для чего? Чтобы изменить ситуацию. То есть вы застряли в какой-то тупиковой ситуации, как будто бы не видите выхода. А он как бы льстит, каким он образом льстит? Он, может быть, и не льстит, это может быть не лесть. Он вам говорит что-то как бы полезное с точки зрения вообще для вас, но вы не понимаете, а зачем ему это, чтобы какую-то пользу он вам принес, этот человек. Но вот оно, это движение. А куда это движение? Это движение в любом направлении, которое бы вам нужно было реализовать. В абсолютно любом направлении. Особенно это касается поездок, деловых каких-то моментов. Может быть, семьи касаться, потому что все равно знак зодиака Рак. Может быть, даже каких-то тайн, раскрытия тайн, потому что это еще карта часто о неких раскрытиях тайн. Да. Поэтому, может быть, даже подталкивает вас навстречу, может быть, подталкивает вас на какой-то шаг, на какой-то поступок. Хорошо, давайте. Вот он подталкивает, вы как бы получаете некий шанс на движение, да, может быть, на сближение, может быть, на свидание даже, да. Кто в каком ключе гадает. Это вам в пользу или нет? Да, вот так спросим. Оно не в пользу, но оно как бы может развязать. Давайте так. Поможет оно или нет развязать вам какую-то сложную ситуацию?
оно поможет вам перезагрузить вашу жизнь и как минимум избавиться от проблем серьезных. То есть вам идти туда, куда вас подталкивают, как бы из благих побуждений, лестью, да? Да. А вам там будет легко? Нет. Но что это вам даст? Если вы хотите начать жизнь с чистого листа, то вам туда идти. Если не хотите, но, знаете как, иногда мне сладок этот плен, да, ну, тогда вам терять нечего, да. Ну, особенно если вам терять нечего, то надо идти. А так вы рискуете остаться навсегда, потеряв шанс и его использовать. Зеро – это дух, и дух вас вот и соблазняет туда пойти, в принципе. Вот он и здесь и ответ «иди». Поэтому давайте так скажем, человек, который вам льстит или что-то советует, делает это из намерений, чтобы вы отвязались и вышли из девятки мечей, и вышли из тупиковой ситуации, пусть даже потеряв много, но обретя свободу и некое бесстрашие. Но, может быть, вы еще обретете при этом хорошего друга, да, при этом. Вот это тоже может быть здесь. Хорошо, давайте дальше смотреть. Я сегодня хочу просто закрывать карты и карты возвращать в расклад. Следующее. Ваши размышления о чувствах. Вы думаете о чувствах. Давайте посмотрим, что чувствует к вам загаданный человек прямо сейчас. Настройтесь на своего мужчину, на женщину, да. У нас расклад и для мужчин, и для женщин. На кого вам удобнее? Давайте, что чувствует о вас загаданный человек? Он чувствует, что хочет уйти. Что он при этом думает? Восьмерка кубков, как-никак. Что он при этом думает? Видите? А думает о том, что не может вас бросить и отпустить. Здесь, скорее всего, он чувствует, что он вынужден уйти. Ну, видите, и часы даже, да? Он чувствует, что он вынужден уйти, но отпускать вас не хочет. Хорошо. Что он будет делать в ближайшее время? Да, вот он чувствует, что ему надо уйти, а отпускать не хочет. И что он при этом сделает? Будет искать какой-то компромисс. На что похож этот компромисс? Но он будет искать компромисс, где это будет выгодно, как минимум на материальном уровне, ну, в деньгах, да, то есть как можно меньше потерять в финансах. То есть он будет искать финансовый компромисс. И эта карта, она о сепарации и остракизме, да, часто. Но он будет стараться, чтобы это принесло как можно меньше убытка каждому из участников отношений, в которых мы можем рассматривать эти чувства. Ну, к тому человеку, да, к вам или и ваших чувств к нему. Хорошо, какой или каким видит вас загаданный человек? Тут больше про чувства смотрим. Немножко закрытым и немножко агрессивным. Давайте спросим, а почему так? Почему так? Ну, наверное, потому что он считает, что либо, если это мужчина, что, ну, просто жесткий мужчина, либо он жесткий, если он мужчина, да, то есть, возможно, он жесткий, а может быть, он еще считает, смотрите, тут надо понимать, кто вы по характеру, да, он может считать вас, ну, что у вас такой характер. Это характер, это уже сформированная личность полностью, поэтому тут уже смотрите, вы закрыты и не подпускаете к себе. Либо он считает, ну, если он действительно агрессивный, и вы ему об этом говорите, то он начинает понимать, что он агрессивный. А так, смотрите, если вы действительно, может быть, вы не подпускаете к себе какого-то человека, да?
Хорошо. Что бы он хотел изменить в отношениях? Ну, финансовый вопрос. Король Пентаклей. Ну, если это мужчина, да, то он, скорее всего, хотел бы изменить требования к нему, да, требования, и, возможно, видение, ну, материальных каких-то ваших договоренностей, да, или пересмотреть какой-то договор финансовый, ну, что-то связанное с деньгами, да, ну, или с финансовыми возможностями. Ну, давайте посмотрим, а чего он добивается в отношениях? Ой, вы знаете, он кружит вам голову, он хочет, чтобы вы были вне себя от счастья, чтобы вы пребывали в какой-то иллюзии. Вот это вот возвышение, да. И может ли он вам льстить? Да, может. Тут как раз лесть мы только что закрыли. Хорошо, давайте переуточним. Вот этот человек, он вам льстит из каких побуждений? Да? Если вот первый был как бы вроде из хороших побуждений, мы посмотрели. Вот этот человек льстит вам из позитивных побуждений или нет? Делает вам комплименты, одаривает вас, может, чем-то, да? Ну, давайте так. В этой карте есть, ну, это вообще не самая позитивная карта, но она не самая плохая. Пятерка жезлов – это конфликт. Он это делает из сумбурных побуждений. И эти побуждения могут быть как хорошими, так и плохими. Давайте, в чем они хороши, эти побуждения, и в чем они не очень хороши или плохи. Хороши эти побуждения в том, что у него есть чувство, и он хочет заботиться о вас и, возможно, о детях, если у вас таковые есть. А плохие побуждения? Ну, а плохие побуждения здесь заключаются в том, что, возможно, этот человек связан с вами трансцендентно. Ну, как трансцендентно, сами понимаете, да, как-то эзотерически, да, или энергетически. Ну, либо связан еще с кем-то, тоже в том числе трансцендентно. То есть, какие у него плохие, ну, как бы не очень хорошие для вас побуждения или плохие, здесь есть какая-то необычная связь, ну, или нестандартная связь. Может быть, с другим миром, может быть, с миром, который вам не знаком. Такое тоже может быть. Это не, ну, как бы что-то неземное или что-то постороннее, да, вот так. Может быть, даже потустороннее. Хорошо, тогда какой вам совет? Давайте вам совет вот здесь. Совет. Что делать и что не делать. Вот так, да? Что делать? Ага. Быть готовым к какой-то неожиданности, быть готовым расплачиваться, это всегда неожиданность, расплата, да, и получение опыта. Ну хорошо, что делать, да? Это быть готовым. А что не делать? О, вы знаете, не нападать. Эта карта больше об вооружении. Знаете, вам, ну, как бы нужно будет что-то пройти, какой-то опыт получить. Может быть, немножко болезненный где-то, может быть, ну, где-то к расходам он приведет. Но вам нельзя вооружаться и атаковать этого человека. Ну, или воевать с этим человеком, конфликтовать с этим человеком вам тоже нельзя. То есть вам не надо брать оружие и обвинять его. Обвинять, осуждать и так далее. Вот так вот. Вот такой вот месседж, друзья. Мы же движемся с вами дальше. Ну, вот такой вот. Хорошо, смотрите, у вас есть какое-то некое такое возвышение, экзальтация, и вы чувствуете какой-то подъем, да?
внутри себя, возможно, да. Может быть, это вдохновение, может быть, это хорошее настроение, может быть, это ну, какие-то первые позитивные шаги, какие-то первые успехи. Есть у вас вот это вот состояние. Давайте спросим у Вселенной, правильным ли вы путем идете. Представьте себе, что вы выбрали какой-то путь, какое-то направление. Сконцентрируйтесь сейчас на своих мечтах, на своих каких-то желаниях. Да? Вот Вселенная вам дает вот этот подъем. Это потому, что вы в правильном направлении идете? Нельзя сказать, что это неправильное направление. Оно может быть правильным. Но вам важно выиграть. Выиграть. Здесь прямо двойка жезлов и показана такая какая-то карточная игра. То есть, ну, вы идете направлением игры, вы играете. Какие шансы у вас на выигрыш? Давайте так спросим. Так, мы сейчас немножечко прикроем. Так и так. Немножко откровенное. Но дьявол у вас выпадает. Знаете, вот сколько бы вы ни выиграли, вы всегда останетесь должны. Это дьявол. У дьявола так заведено, да, то есть поэтому сколько бы вы ни выигрывали, вы остаетесь в проигрыше. Или в долгах, понимаете? Хорошо, тогда что? Это не ваш путь? Ну, так спросим, может, это не ваш путь, если вы там все время проигрываете? Знаете, так, да нет, да, как так сказать, да нет, да, нет, да нет. Может ли это быть ваш путь? Да. Но он справедливый. Давайте спросим, ну почему так? Да, вот так. Почему так? Потому что вам надо что-то прекратить. То есть десятка мечей – это избавление всегда, да, прекращение. Вот. Хорошо, давайте спросим, что вам нужно прекратить, чтобы на этом пути не проигрывать и не быть должным в конечном итоге. Да? У вас получается как бы на этом пути культивируется чувство долга, ну и чувство вины. Вот здесь обвинять, а здесь быть должным. Смотрите, этот путь не ваш, если вы чувствуете себя должным и виноватым. Слышите? Особенно, если вы должны кого-то лечить, кого-то спасать, или виноваты в том, что кого-то не вылечили или не спасли, да, вот так. Ну, тут так. Хорошо, все равно давайте спросим, что нужно прекратить для того, чтобы перестать проигрывать? Вот так. Что нужно прекратить, чтобы перестать проигрывать? Ну, надо быть больше, ну, таким, больше реалистом. Десятка кубков – это счастье. И искать как бы где-то, может быть, счастье в моменте. Не глобальное какое-то счастье, а вот делать для себя здесь и сейчас, чтобы тебе сейчас было в кайф, а не когда-нибудь потом. Вот так. Все. Хорошо. Найдете ли вы свое счастье в конце концов? Да? Вот поменяется ли ваша жизнь, двадцатка? Да? Вот она изменится так? Избавитесь ли вы от этого дьявола? Да, если продолжите движение в направлении от него. Например, ну, вы там начали новый образ жизни, новый образ мышления, новые привычки, новые знакомства. Ну, то есть, как бы, да, это возможно. Хорошо. Какая цель у вас может быть сейчас в приоритете? Ну, или на ближайшее время, или на сейчас. Приоритетная ваша цель. Начать жить с чистого листа, не боясь потерять то, от чего давно должны были избавиться. Что вы обретаете взамен, когда избавляетесь? Да? Что вы обретаете взамен? Свободный путь, влюбленные.
любимого мужчину, любимую женщину, тут уже смотрите, и свободу выбора. Вы освобождаетесь, вы перестаете быть зависимым. Будет ли справедливое решение в вашу пользу, вне зависимости от того, какая ситуация у вас сейчас в голове находится? Будет ли справедливое решение в вашу пользу? Да, скорее всего, будет. Скорее всего, будет, особенно если оно связано с финансами. Тут уже смотрите по своей ситуации. Как может выглядеть ваше счастье? Эти две карты. Но смотрите, вам нужно, ваше счастье может выглядеть так, что вы найдете то, что вы потеряли, или то, что у вас украли. Какой-то, может быть, вор был, да, или какие-то крадники. И вам совет Таро. Совет Таро: вам нужно, может быть, учить язык, учиться вести переговоры, быть посредником, учиться, вообще это учеба, и учиться и слышать, или учиться слышать высшие силы через посредника, возможно, через мужчину, либо через родовые программы по линии отца. Неплохой такой прогнозик, да, получился. Если вам заходят такие месседжи, послания высших сил через карты, пишите, мы будем продолжать именно такой формат, такого чтения. Мы же движемся с вами дальше, друзья. И следующие повороты судьбы заставят вас решать какие-то сложные ситуации, изобретать какие-то выходы, быть находчивым, да, изворотливым, изобретательным, да. Что будете открывать? Давайте, что будете открывать для себя? Изобретать, открывать, находить. Что будете изобретать? Либо будете изобретать способ от беспокойства, либо будете изобретать способ, как наблюдать за кем-то. Да. Может быть, будете изобретать, как ответить на тревожащий вас какой-то вопрос. Да. Вы будете открывать что-то очень интересное, особенно то, зачем следите и на чем долго концентрируете свое внимание, особенно визуальное. То есть вы будете, может быть, будете открывать человека, который вас беспокоит, или тот вопрос, который вас интересует и беспокоит одновременно. Это может привести вас к счастью, или это может стать счастливым путем в вашей жизни. Это событие, это открытие вам по судьбе влияет на вашу судьбу и перезагружает матрицу вашей судьбы. Это является частью вашей борьбы, но и прикладывать силы придется. Придется отстаивать свои позиции. Скорее всего, вы встретите на своем пути не только успех, но и связи с успешными людьми и какого-то успешного человека, особенно мужчину, потому что здесь все-таки 6 жезлов. Но есть и потери, и могут быть потери, но будьте осторожны, чтобы у вас не забрали то, что принадлежит вам, и не украли ваше искомое счастье. И, возможно, вас ждет серьезная поездка, переезд. Скорее всего, после того, как вы что-то потеряете, она может стать импульсом, что ли, да, чтобы, например, либо вернуть долги, либо вернуть былой успех, былое счастье. Но у вас по судьбе переезд, поездка, путешествие, которое будет обусловлено вынужденными действиями, чтобы компенсировать, или отстоять некую борьбу, не борьбу, а какой-то вопрос, связанный с какими-то потерями.
Может быть финансовыми, может быть потерями в интересах, может быть в работе, в бизнесе. Хорошо. Успешная поездка, переезд, судьбоносный переезд, поездка. Ну, карта, она не о каком-то там прям успехе, но она успешна чем? Она успешна тем, что как минимум ваше сердце успокоится обретением покоя. То есть ситуация, в которой вы сейчас сильно беспокоитесь, в конечном итоге успокоится, но после потери и поездки, или переезда, или путешествия. Давайте посмотрим, вот что вам можно делать, а что вам делать нельзя в этой ситуации. Вам можно ехать, можно переезжать, можно путешествовать. Вот сегодня прямо день, вот в первом раскладе, по-моему, эта карта была, если я не ошибаюсь. Пересмотрите, если смотрите все подряд. Но, тем не менее, поездка вам нужна. Вот часто на личные расклады приходят и пишут, вопрос, задают, и среди них мне туда ехать или не ехать, лучше ехать или лучше не ехать. Так вот здесь вам лучше ехать вот в этом вопросе, связанном с этой картой у вас, вот с этим изобретением. А что вам не делать? Не сидеть на попе ровно и не цепляться за то, что держит вас якорем. Особенно, знаете, как вот есть, говорят люди часто, вот у меня сейчас денег нет. Они есть, но у меня их нет. И вот у меня денег нет, и тогда я не поеду. Да, вот так. Хорошо. Где вас ждет успех и в чем вас ждет успех? У вас ждет успех в суде и в справедливости, в браке. И кто скучает по вам, возможно, вдалеке от вас. Интересно. А скучает какой-то мужчина, который, возможно, на государственной службе, возможно, он Овен, Телец или Огненный земной, и у этого человека очень раздутое эго, скорее всего, и где-то даже так, мягко скажем, мания величия, переходящая в звездную болезнь, да, вот так. Вот такой вот месседж, друзья. Мы же движемся с вами дальше, и по традиции попрошу вас подписаться на канал, написать комментарий, стать спонсором, и ваше спонсорство гарантирует вам бонусы при личном взаимодействии, в личном формате со мной. Следующее. Вы во что-то очень сильно вовлечены, и вас очень что-то сильно соблазняет. Давайте спросим, что это? То, что вас соблазняет, скорее всего, имеет какую-то выгоду, но это может оказаться провалом. И то, что вас соблазняет, оно может принести вам убытки. Тогда спросим, так вам продолжать это или нет? Так вам продолжать или нет? Карты говорят нет. Не торопитесь, как минимум, до тех пор, пока не соберете нужную информацию. Давайте спросим, какая информация вам нужна? Какой информации у вас не хватает? Вам не хватает плана Б на случай кризиса какого-то. Да, вот если возникнет какой-то нестандартная ситуация, да, то есть вам нужно написать, вот, допустим, вас тут куда-то влекут, да, а вы вот первый вариант прописываете и второй. Вот вам не хватает как минимум второго варианта, то есть у вас нет отходных путей. В чем может быть эпический фейл, да, или там эпическая какая-то неприятность? 16. Это башня, а здесь 16 плюс 5, 21. Нужен выход, поэтому я вам и говорю, вам нужен запасной ход какой-то. Выход, да, ключ запасной. У вас, если это особенно касается отношений, желательно, чтобы был запасной вариант, да, в отношениях. Вот так.
Ну, здесь рыцарь кубков – это чувство. Хорошо, если это не отношения, то каким второй вариант может быть? Второй вариант может быть любым. Главное, чтобы вы при этом испытывали счастье или были счастливы. То есть он должен быть таким эгоистичным настолько, чтобы вы не угрызались чувством вины, не угрызались совестью и не имели чувства долга. Вот так вот. Хорошо. Давайте так скажем. Если вы чувствуете, что там вы будете счастливы, но при этом страдает кто-то, пусть страдает кто-то, а вы будете счастливы. Вот ответ на ваш вопрос. Тогда можно ли торопиться в этом случае? Я считаю, что нет. Все равно, какую информацию вам нужно собирать еще, чего вы еще не знаете. Ну, здесь информация, такая, что вам нужна какая-то дополнительная страховка, либо связанная с имуществом, либо со здоровьем, либо с деньгами, либо с недвижимостью. Как вы себя можете застраховать или чем вы можете себя подстраховать? Но оставить так, чтобы доступ к самому необходимому оставался у вас. Хорошо, давайте тогда спросим, что вам делать и чего вам не делать. Что вам делать? Наблюдать, анализировать, следить, вычислять, наблюдать, я уже сказал, анализировать сказал, в принципе, может быть просто пока вот это. Ну и где-то, может быть, тревожиться, да, то есть не засыпать, условно говоря, спать, но не дремать, да, не дремли, да. А что не делать? Ну и не быть таким простым человеком, то есть вам 5 кубков. Здесь это вор, он как будто бы ворует что-то, то есть вам нужно сделать все, чтобы у вас что-то не украли, не забрали, не воспользовались вашим ресурсом. То есть не быть простаком. Вот так. Окей. Стоит ли рисковать здесь, в этой ситуации? Сегодня эта колесница выпадает или 3, или 4 раза. Вот напишите, сколько раз она выпала. По-моему, 3. Но стоит ли рисковать? Да. Но риск должен быть таким, чтобы вы не лишились всего. Что знаете, как есть такая пословица: «Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать». Так вот сало лучше перепрятать в этой ситуации. Да? Ну и последний совет высших сил вам. Туз кубков, какая бы ни была ситуация, руководствуйтесь интуицией и высшими побуждениями сердца или чувствами. И только ваша интуиция при вашем здравом анализе и адекватной страховке приведет вас к поставленной цели с наименьшими потерями, к любві і в то місце, де ви будете щасливі. Нехай вам щастить, лишайтесь на зв'язку, почуємось, побачимось, до зустрічі, па-па.